Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди естественным образом привлекают деньги, в то время как другие постоянно борются с финансовыми трудностями? Вопреки всему, что вы узнали о финансах, существует древний буддийский ритуал, практикуемый монахами и наставниками предков, который раскрывает удивительный секрет. Настоящее изобилие начинается под вашей кроватью. В то время как финансовые эксперты сосредоточены только на электронных таблицах и инвестициях, буддийские мастера обнаружили, что существует мощная энергетическая сила, которую можно активировать с помощью простого предмета, стратегически размещенного под кроватью в декабре месяце. И что самое впечатляющее, практикующие этот ритуал сообщают о значительных финансовых преобразованиях за считанные недели. Хорошие новости! Вам не нужно ехать в Тибет или годами изучать буддизм, чтобы применить эту технику. Прямо сейчас у вас дома есть все необходимое, чтобы начать эту преобразующую практику. И сегодня, в порядке исключения, я раскрою не только весь ритуал, но и необходимые его адаптации для максимизации его результатов в современном контексте. Говоря о результатах, приготовьтесь к откровению, которое противоречит всему, что вы когда-либо слышали о процветании. Чем больше вы пытаетесь гнаться за деньгами, тем больше они убегают от вас. Этот древний ритуал показывает полную противоположность тому, чему нас учит современный мир о финансах. Возможно, именно поэтому это так хорошо работает. Прежде чем мы продолжим, я должен предупредить, эти знания произвели настоящую революцию в финансовой жизни тех, кто правильно их применяет. Если вы готовы к глубокой трансформации в своих отношениях с процветанием, продолжайте смотреть. Это видео может изменить правила игры, которых вы так долго ждали. В суете современного мира древние традиции дарят нам способы привлечь финансовое изобилие и обрести баланс в нашей жизни. Одна из этих древних практик, берущих свое начало в буддизме, представляет собой увлекательный ритуал, который обещает превратиться в портал к процветанию в течение всего года. Прежде чем мы углубимся в эти древние знания, важно отметить, что многие люди уже открыли для себя силу трансформации благодаря электронной книге «Проявление изобилия за 28 дней», которая доступна в течение ограниченного времени и предлагает мощные дополнительные практики для привлечения богатства и процветания всего за 28 дней. Сочетание этих мудростей может необыкновенным образом улучшить ваши результаты. Ссылку вы можете найти в комментарии, закрепленном под этим видео. Буддийский ритуал сокрытия предмета под кроватью превосходит простоту физического действия, соединяясь с глубочайшими энергетическими потоками Вселенной. Эта древняя практика уходит корнями в древнейшие традиции буддизма, где монахи обнаружили, что определенные объекты, если их стратегически разместить, могут служить фокусами для проявления мира и гармонии в нашей жизни. Интересно наблюдать, как что-то, казалось бы, столь простое, может вызвать такие значительные волны трансформации в нашей реальности. Представьте себе, что вы можете просыпаться каждое утро, зная, что под вашими ногами находится опорная точка для ваших намерений процветания и успеха. Этот ритуал – не просто символический акт, а форма энергетического программирования, которая постоянно работает в вашу пользу. Древние буддийские мастера понимали, что наша материальная реальность – это всего лишь отражение более глубоких энергетических закономерностей, и этот ритуал действует именно на стыке этих двух миров. Красота этой практики заключается в ее простоте и доступности. Чтобы начать, не обязательно быть опытным практикующим буддизм или обладать глубокими познаниями в духовности. Вселенная реагирует на чистое намерение и последовательность практики. Восстановление финансового и эмоционального баланса начинается с маленьких шагов, и этот ритуал служит мощным катализатором позитивных изменений в вашей жизни. Буддийские ученые обнаружили, что декабрь несет в себе энергию, которая особенно способствует началу новых циклов изобилия. Как будто сам космос открыл окно возможностей в этот период, позволяя нашим намерениям добиться процветания найти более плодородную почву для проявления. Радость от того,
что ваши цели постепенно материализуются. Одно из самых приятных ощущений в этом процессе. Практика этого ритуала на протяжении веков демонстрировала удивительные результаты. Есть сообщения о людях, которые после начала этой практики испытали значительные изменения в своей финансовой жизни. Ярким примером является случай с древним японским купцом, который, научившись этому ритуалу у буддийского монаха, за считанные месяцы увидел, как его малый бизнес необычайно процветает. Буддийская мудрость учит нас, что истинное процветание – это не просто материальное благосостояние, а состояние изобилия, охватывающее все сферы жизни. Когда мы практикуем этот ритуал с правильным намерением, мы не только привлекаем финансовые ресурсы, но и развиваем хорошее здоровье, любовь и гармонию в наших отношениях. Это целостный процесс трансформации, который положительно влияет на все аспекты нашего существования. Сила этого ритуала тесно связана с нашей способностью поддерживать позитивный психологический настрой и соответствие нашим целям. Буддийские монахи подчеркивают, что не только физический акт сокрытия объекта дает результаты, но и умственная и эмоциональная энергия, которую мы вкладываем в практику. Это похоже на посадку семени процветания, которое, при правильном подходе и уходе, расцветет в ощутимое изобилие. Буддийская традиция учит нас, что каждый объект несет свою энергетическую чистоту. Выбирая предмет для этого ритуала, мы, по сути, выбираем передатчик энергии, который будет работать в соответствии с нашими намерениями. Интересно наблюдать, как разные предметы могут катализировать разные аспекты процветания в нашей жизни. Малоизвестный аспект этого ритуала – его способность создавать энергетическое защитное поле вокруг места, где мы спим. Буддийские мастера объясняют, что во время сна мы более восприимчивы к энергетическим воздействиям, и наличие под кроватью объекта, наполненного позитивными намерениями, может положительно повлиять на наши сны и наши подсознательные ментальные программы. Современная наука начинает признавать то, что буддисты знали на протяжении веков – важность энергетической среды для нашего общего благополучия. Недавние исследования в таких областях, как квантовая физика, показывают, что объекты на самом деле могут хранить и передавать энергетическую информацию. Это современное понимание лишь подтверждает то, что уже практиковала древняя буддийская мудрость. По мере того, как все больше людей открывают для себя этот ритуал и делятся своим опытом, формируется невидимая сеть положительной энергии. Каждый практик вносит свой вклад в укрепление коллективного поля процветания, создавая эффект мультипликатора, который приносит пользу не только отдельным людям, но и всему сообществу. Успех одного вдохновляет и усиливает успех многих. Ритуал также служит ежедневным напоминанием о нашей приверженности личному и финансовому росту. Каждый раз, когда мы ложимся или встаем, зная, что под нашей кроватью находится священный предмет, мы неосознанно закрепляем свое намерение процветания. Такая последовательность на практике необходима для достижения устойчивых результатов. Важно отметить, что этот ритуал не магическое решение, а мощный инструмент, который в сочетании с практическими действиями и правильным мышлением может стать катализатором значительных преобразований. Буддийские монахи всегда подчеркивают важность баланса между духовной практикой и действиями в материальном мире. Ведь истинное процветание – это отражение гармонии между этими двумя аспектами нашего существования. Красота буддийской философии заключается в ее способности адаптировать древние практики к современным потребностям. Этот ритуал, несмотря на многовековую историю, прекрасно применим в современном контексте, когда поиск финансового баланса и благополучия становится все более актуальным. Его простота и эффективность делают его ценным инструментом для всех, кто стремится изменить свои отношения с процветанием и изобилием. Буддийская философия в своей глубокой мудрости учит нас, что процветание – это не просто внешнее состояние, а проявление нашей внутренней гармонии. Когда мы произносим слова «Я открываю дверь к процветанию», мы не просто произносим фразу, мы активируем мощное энергетическое поле,
привлекающие финансовое изобилие в нашу жизнь. Это, казалось бы, простое утверждение несет в себе многовековые эзотерические знания и глубокое понимание универсальных законов, управляющих материальными проявлениями. Философские основы этого ритуала восходят к древним буддийским писаниям, где просветленные мастера открыли внутреннюю связь между мыслью, словом и материальной реальностью. Они поняли, что для привлечения процветания и мира в нашу жизнь мы должны сначала создать идеальное соответствие между нашим внутренним намерением и космическими энергиями, которые нас окружают. Это все равно, что настроить радио на точную частоту, чтобы принимать максимально четкий сигнал. Чтобы по-настоящему понять силу этого ритуала, необходимо углубиться в буддийское понимание природы реальности. Мастера учат, что все во Вселенной взаимосвязано, образуя бесконечную паутину энергетических взаимоотношений. Когда мы выполняем этот ритуал с полным осознанием, мы подключаемся к этой универсальной сети изобилия, открывая каналы для естественного потока процветания к нам. Философия этого ритуала глубоко укоренена в концепции кармы, которая представляет собой не просто закон причины и следствия, а сложную систему энергетического баланса. Заявляя о своей открытости процветанию, мы активно создаем положительную карму, связанную с финансовым и материальным изобилием. Это похоже на посадку семени успеха в космическом саду возможностей. Интересным аспектом этой философии является понимание того, что восстановление финансового баланса начинается на ментальном плане. Буддисты обнаружили, что наши слова и мысли способны формировать нашу материальную реальность. Поэтому вступительная фраза ритуала – это не просто утверждение, а инструмент сознательного программирования энергетического поля, которое нас окружает. Буддийская традиция представляет нам практические примеры того, как работает этот принцип. Примечательным примером является монастырь в Тибете, который после внедрения подобной практики смог не только сохранить свою финансовую устойчивость, но и значительно расширить свои благотворительные и общественные проекты. Радость и хорошее здоровье, исходившие от этого места, были живым свидетельством силы этих практик. Философские основы этого ритуала также подчеркивают важность отстраненности. Парадоксально, но мастера учат, что для привлечения истинного финансового изобилия нам необходимо освободиться от чрезмерной привязанности к деньгам. Это похоже на сад, которому нужно место, чтобы прорастали новые цветы. Это понимание помогает нам поддерживать здоровые и сбалансированные отношения с материальным процветанием. Буддийская философия подчеркивает, что любовь и благодарность являются важными элементами этого процесса. Когда мы заявляем о своей открытости процветанию, мы должны делать это с сердцем, полным благодарности за то, что у нас уже есть. Такое отношение создает положительное магнитное поле, которое естественным образом привлекает больше изобилия в нашу жизнь. Это как энергетический магнит, притягивающий подобные переживания. Буддийские мастера также учат нас важности универсального времени. Выбор подходящего времени для проведения ритуала не произволен, а основан на глубоких наблюдениях за природными и космическими циклами. Декабрь, в частности, рассматривается как время особого выравнивания, когда энергии проявления особенно сильны. Понятие «открытие двери» в ритуальной декларации имеет несколько смысловых уровней. На самом глубоком уровне это представляет собой открытие нашего сознания новым возможностям изобилия. Мастеры сравнивают это с открытием окон в темном доме. Чем шире они открыты, тем больше света может проникнуть. Эта метафора помогает нам понять, как важно сохранять свой разум открытым и восприимчивым. Философия ритуала также подчеркивает важность постоянства и терпения. Буддисты понимают, что проявление процветания – это процесс, следующий своему естественному ритму. Подобно растению, которому нужно время, чтобы вырасти, наше финансовое изобилие развивается по божественному графику, который не всегда соответствует нашим непосредственным ожиданиям. Фундаментальным аспектом этой философии является понимание того, что истинное процветание приносит пользу не только отдельному человеку,
но и всему сообществу. Когда мы заявляем о своей открытости и изобилию, мы на самом деле подключаемся к полю возможностей, которые могут принести пользу многим людям. Это похоже на фонтан, который, переливаясь, естественным образом орошает весь сад вокруг себя. Буддийская мудрость также учит нас важности чистоты намерений. Когда мы выполняем ритуал, наша мотивация должна выходить за рамки чисто эгоистических желаний, стремясь к процветанию, которое может принести гармонию и пользу всем существам. Этот альтруистический подход значительно усиливает силу ритуала. Философское понимание ритуала приводит нас к осознанию того, что мы являемся сотворцами нашей реальности. Каждое слово утверждения «я открываю дверь к процветанию» – это подтверждение нашей творческой силы и нашей ответственности за проявление желаемого изобилия. Это все равно, что быть архитектором своей финансовой судьбы. Философская подоплека этого ритуала приглашает нас к более глубокому пониманию природы изобилия. Для буддистов истинное процветание – это не просто иметь много денег, но и достичь состояния удовлетворения во всех сферах жизни. Когда мы открываемся этому более широкому пониманию, мы начинаем осознавать бесконечные возможности, которые Вселенная может нам предложить. В буддийском календаре декабрь – это не просто еще один месяц в году, это энергетические врата огромной силы для привлечения финансового изобилия и личной трансформации. Этот особый период несет в себе уникальную вибрацию, которую древние мастера считали особенно благоприятной для проявления процветания и мира в нашей жизни. Интересно наблюдать, как космические энергии выравниваются в течение этого месяца, создавая плодородное поле для посева наших самых сокровенных желаний успеха и реализации. Буддийская традиция учит нас, что декабрь представляет собой момент небесного перехода, когда энергии Вселенной находятся в идеальном балансе. Как будто космос открыл специальное окно, позволяющее нашим намерениям процветания находить меньше сопротивления для проявления. В это время жизненная сила, пронизывающая всю Вселенную, особенно восприимчива к нашим практикам проявления и привлечения гармонии. Древние буддийские тексты говорят о том, что декабрь знаменует собой решающую точку в годовом цикле энергий. Это момент, когда завеса между материальным и духовным миром становится тоньше, облегчая общение с универсальными силами, управляющими изобилием. Представьте этот месяц как золотой мост, который соединяет наши самые сокровенные мечты с осязаемой реальностью, облегчая проявление наших желаний финансового и эмоционального восстановления. В декабре буддийские монахи заметили, что энергии Ян и Ин обретают идеальный баланс, создавая идеальную энергетическую среду для практик проявления. Эта естественная гармония усиливает силу наших намерений, делая этот период особенно мощным для начала новых циклов процветания и хорошего здоровья в нашей жизни. В этот особенный месяц как будто сама Вселенная сговорилась в нашу пользу. Буддийская мудрость показывает, что декабрь несет в себе энергию обновления и трансформации. Это время, когда нам легче отказаться от старых моделей поведения, которые блокируют наше процветание, и освободить место для новых возможностей изобилия. Мастер сравнил этот период с фениксом, восстающим из пепла, символизирующим нашу способность возродиться в новой реальности успеха и самореализации. Интересный аспект буддийской традиции – то, как она связывает декабрь с лунными циклами. В течение этого месяца Луна оказывает особенно мощное влияние на энергии Земли, создавая естественное магнитное поле, которое может усилить наше намерение к процветанию. Это похоже на серфинг на космической волне изобилия, которая естественным образом формируется в это время. Буддийские мастера обнаружили, что декабрь также знаменует собой время кармического ускорения, когда семена процветания, которые мы сеем, могут прорасти быстрее. Как будто космическая почва в этом месяце особенно плодородна, позволяя нашим намерениям любви и финансового изобилия процветать с большей скоростью и силой. Это понимание помогает нам максимально эффективно использовать это особенное время. Предание учит нас, что в декабре двери небесного сокровища открываются шире. Это время,
когда Вселенная наиболее щедро раздает свои благословения процветания тем, кто действительно открыт для их получения. Представьте себя пустой чашей, ожидающей наполнения всеми формами изобилия, которые может предложить Вселенная. В этот особенный месяц буддисты заметили, что наша способность проявляться естественным образом усиливается. Мы словно имеем доступ к космическому усилителю, который усиливает наше стремление к радости и успеху. Это понимание помогает нам максимально использовать этот период, направляя нашу умственную и эмоциональную энергию на цели, которых мы хотим достичь. Энергия декабря также тесно связана с благодарностью и признанием. Мастера учат, что это идеальное время, чтобы выразить свою благодарность за то, что у нас уже есть, создавая тем самым еще более мощное магнитное поле для привлечения нового процветания. Это все равно, что быть благодарным за еду еще до того, как она попадет на стол, демонстрируя нашу веру в изобилие Вселенной. Менее известный аспект буддийской традиции – то, как декабрь влияет на наши мечты и интуицию. В этом месяце наши сны становятся более пророческими, а интуиция более острой, особенно в отношении финансовых и материальных вопросов. Как будто наш внутренний GPS лучше откалиброван и точнее направляет нас к нашему процветанию. Древние тексты рассказывают о том, как энергия декабря очищает наши финансы. Это идеальное время для устранения энергетических блокировок, которые могут препятствовать естественному потоку изобилия в нашей жизни. Думайте об этом как о великом духовном очищении, которое готовит почву для нового цикла процветания. Буддийская традиция также связывает декабрь с пробуждением финансовой мудрости. В этом месяце наша способность принимать правильные решения о деньгах и инвестициях естественным образом усиливается. Мы словно имеем доступ к небесному советнику, который направляет нас к лучшим возможностям для материального роста. Мастера подчеркивают, что энергия декабря не действует в одиночку, ее необходимо активировать посредством наших сознательных и целенаправленных действий. Это похоже на доступ к мощному инструменту, который работает только тогда, когда мы знаем, как правильно его использовать. Поэтому важность проведения определенных ритуалов и практик в этот период нельзя недооценивать. Буддийская мудрость учит нас, что декабрь – это не просто месяц в календаре, а божественная возможность, которая повторяется ежегодно. Это подарок Вселенной, особый момент, когда звезды буквально сошлись в нашу пользу, создавая идеальные условия для проявления наших самых сокровенных желаний процветания и изобилия во всех сферах нашей жизни. Выбор объекта для буддийского ритуала – это момент глубокого значения, когда каждый выбор несет в себе уникальный потенциал для привлечения финансового изобилия и процветания. Древние мастера обнаружили, что разные объекты имеют разные частоты вибрации, способные настраиваться на разные аспекты вселенского изобилия. Это похоже на выбор правильного ключа, чтобы открыть дверь космического сокровища. Каждый объект обладает своей уникальной силой проявления. Среди наиболее мощных предметов для этого ритуала мы находим старые монеты, особенно те, которые уже имели большое распространение. Буддисты верят, что эти монеты несут энергию успеха и процветания из всех рук, через которые они прошли. Например, золотая монета периода Китайской империи считается особенно могущественной, поскольку в ней веками накапливалась энергия процветания. Однако даже современные монеты могут быть столь же эффективными, если носить их с соответствующими намерениями. Денежные банкноты также имеют особое значение в этом ритуале, особенно те, которые имеют большую ценность или имеют числа, которые в буддийской традиции считаются благоприятными, например, 8 или 9. Практикующий может, например, выбрать новую банкноту в 100 реалов, наполнив ее энергией, со своими намерениями процветания во время медитации, а затем используйте это в ритуале. Гармония между материальными ценностями и духовным намерением создает мощное поле притяжения. Ювелирные изделия и драгоценные камни – другие ценные элементы этого ритуала, поскольку они естественным образом несут в себе энергию изобилия и силы. Например,
Небольшой бриллиант, даже если он не имеет высокой коммерческой ценности, имеет кристаллическую структуру, которая усиливает энергию процветания. Для тех, у кого нет доступа к драгоценным камням, отличной альтернативой являются натуральные кристаллы, такие как розовый кварц, для привлечения любви и процветания, или цитрин, известный как камень изобилия. Традиции также учат нас силе личных вещей, которые приносят удачу или успех в нашу жизнь. Это может быть ручка, которой мы подписали важный контракт, визитная карточка успешного наставника или даже небольшой амулет, который был с нами в минуту великих свершений. Эти объекты уже естественным образом несут нашу энергию успеха и могут быть дополнительно усилены с помощью ритуалов. При выборе объекта важно учитывать свою эмоциональную связь с ним. Мастера учат, что простая латунная пуговица, к которой вы чувствуете особую привязанность, может быть более могущественной, чем ценное украшение, не имеющее личного значения. Именно энергия эмоционального восстановления и искренней связи усиливает силу выбранного объекта. Представьте, что вы выбираете что-то, что, просто взглянув на это, вызывает чувство радости и уверенности в будущем. Особое место в этом ритуале занимают металлические предметы, особенно сделанные из золота, серебра или меди. Эти металлы считаются естественными проводниками процветающей энергии, и их можно легко зарядить нашими намерениями хорошего здоровья и изобилия. Например, небольшой медный колокольчик не только служит ритуальным объектом, но также может использоваться для энергетического очищения окружающей среды перед практикой. Буддийская мудрость также признает силу объектов, которые представляют конкретные цели. Например, если ваша цель – купить дом, вы можете использовать небольшой старый ключ в качестве ритуального предмета. Если вы хотите развивать бизнес, карта с логотипом вашей компании может стать отличным выбором. Это похоже на создание миниатюрной модели того, что мы хотим проявить в нашей реальности. Интересным аспектом традиции является возможность объединения предметов для создания энергетической синергии. Например, обернуть монету листом бумаги с написанными на ней позитивными аффирмациями или повязать красную ленту, цвет процветания в буддизме, вокруг кристалла. Эти комбинации могут усилить силу ритуала, создавая более сложные и направленные энергетические поля. Выбор объекта также должен учитывать преобладающий элемент в вашей буддийской карте рождения. Например, люди с преобладанием элемента огня могут получить больше пользы от золотых или красных предметов, а люди с преобладанием воды могут найти больший резонанс с серебряными или синими предметами. Такая персонализация ритуала значительно повышает его эффективность. Мастера учат нас, что размер объекта не так важен, как его энергетический заряд. Маленький кусочек золота может быть более могущественным, чем большой кусок другого материала. Что действительно имеет значение, так это спокойствие и ясность намерения, которыми мы наполняем объект. Это как носить с собой USB-накопитель, размер не определяет количество или качество информации, которую он может содержать. Также существует интересная традиция, связанная с предметами, которые освящались в буддийских храмах. Многие практикующие едут в священные места, такие как Бодхгая в Индии или важные храмы в Тибете, чтобы приобрести определенные предметы для этого ритуала. Однако учителя подчеркивают, что самое важное благословение – это то, что исходит из нашего сердца и чистого намерения. Традиция также учит нас важности очищения выбранного предмета перед его использованием в ритуале. Это можно сделать с помощью традиционных методов, таких как воздействие света полной луны, окуривание священными травами или просто медитация, направленная на очищение объекта от всех предыдущих энергий. Это похоже на форматирование жесткого диска перед его новым использованием. Менее известный аспект выбора объекта – это возможность использования природных элементов, символизирующих изобилие. Например, раскрытая сосновая шишка в некоторых буддийских традициях считается мощным символом изобилия, поскольку она символизирует расширение и умножение. Считается, что семена лотоса,
часто встречающиеся в буддийских храмах, обладают огромной силой проявления. Древняя мудрость напоминает нам, что к выбранному объекту нужно относиться с большим уважением и благодарностью, поскольку он становится порталом между материальным и духовным миром. Важно сохранять его чистым, заряженным энергией и свободным от негативных влияний. Некоторым практикам нравится периодически обновлять